Всегда есть смысл подготовиться заранее к самым неожиданным поворотам событий. Хотя бы иметь в голове план действий, рассчитывать свои возможности, иметь информацию и знать свое снаряжение. Проходя по таким территориям, каждый может испытывать определенное ощущение страха. Страха неизвестности. И именно страх, когда держится под контролем, это очень хорошо. Может показаться, что что-то где-то сейчас шумит, но, возможно, это окно. Что-то где-то упало. И это тоже не означает, что кто-нибудь здесь может быть. Но готовиться к тому, что может произойти все что угодно, желательно. И сегодня мы поговорим о страхах. Знакомый значок. Значок радиации. Поэтому имеет смысл такие предметы вообще, честно говоря, в руки не брать. Но при наличии прибора его можно проверить. Набирает. Постепенно набирает. Но должен заметить, что в пределах допустимой нормы. Можете забрать.
такой ситуации есть два варианта. Либо вы выбираете бег от людей, даже минимально вооруженных, либо пытаетесь включить героя и противопоставить себя двум, еще раз говорю, вооруженным людям. Лучше выбрать первое. Я думаю, что на этом примере вам все-таки понятно, что не стоит пытаться как-то сопротивляться, если вы понимаете, что агрессия будет все равно направлена против вас. По мере ухода от преследования желательно использовать различные предметы на пути своего преследователя, которые будут ему являться препятствием. То есть закрывать за собой двери, валить мебель или любые предметы, которые могут нарушить его спокойное перемещение за вами. Страх питается вашей фантазией. Насколько она у вас богата, настолько будет и богат сам страх. Поэтому стоит сконцентрировать свое внимание в большей степени на том, куда вы наступаете, куда вы залазите, где вы собираетесь сейчас оказаться и что вас окружает. А все остальное – это факторы вашей фантазии. Сейчас я хочу продемонстрировать вам комбинацию двух, в данном случае даже трех предметов, которая позволяет, конечно, не заменить полностью, но где-то частично заменить все-таки противогаз. В данном случае это очки или полумаска для подводного плавания. Ее обтюрация проверяется следующим образом. Когда я прикладываю маску к лицу, она должна зависнуть на какое-то время без помощи резинки. Это называется обтюрация. Далее. Для защиты органов дыхания можно использовать некое подобие лепестка. В данном случае такой полуреспиратор, простейший, внутри с небольшим таким каркасом, который держит на расстоянии от моего лица основу. И как раз вот в этом кармане может размещаться дополнительный усилитель. Я имею в виду некий такой доп-фильтр в виде ткани. Можно его увлажнять. Вот. И удобно и качественно будет располагаться на лице. Сначала одеваются очки, которые, кстати говоря, в отличие от противогаза, можно еще использовать и по прямому назначению. То есть в них действительно можно переплывать, нырять и видеть все под водой. Плюс, естественно, конечно же, через эти очки не проходит ни газ, ни пыль, ни любые другие частицы. Точно так же, как и в противогазе. Далее. Сама маска одевается, естественно, на лицо после того, как вы одели очки. Может быть, оно не очень эффектно выглядит, но самое главное, что оно реально защищает. Да. Ну а сейчас я планирую спуститься на этаж ниже. Можно это назвать подвалом. И здесь я нашел фрагмент оргстекла, достаточно толстого, который может очень хорошо себя отработать в качестве материала, который будет гореть, давать необходимое освещение и экономить мои батарейки.
Камера, конечно, не очень светочувствительна, поэтому вам не видно, как здесь освещается этим фрагментом оргстекла помещение. Но поверьте, свет достаточно яркий для того, чтобы на нем можно было идти. Запах, конечно, неприятный, но так, чтобы сказать, что совсем тяжело, так нет. В таких помещениях нужно быть внимательным, смотреть под ноги, смотреть наверх, потому как вот такие, к примеру, неприятные сюрпризы меня могут ожидать в любой точке. Оргстекло в данном случае может гореть очень долго. Самое приятное, что оно не капает, не стекает на руки. То есть его можно нести, ну, совершенно не боясь за свои руки. Оно, конечно, отвлекает своим шумом. Я не могу слышать так хорошо, как если бы я шел, к примеру, на фонаре. И для того, чтобы внимательно прислушаться к пространству, мне нужно его погасить. Гасится оно легко. Вот. И сейчас наступила полная темнота. В этой темноте можно будет сконцентрироваться на своем слухе. И если необходимо, то оно загорается уже гораздо быстрее. Еще один маленький элемент, который позволит сделать небольшую визуальную сигнализацию в темном помещении. К примеру, это вот таких два фрагмента. Такие, кому известны, такие светлячки зеленые. Я их активировал. И дальше я их размещу в коридоре напротив входа на удалении, допустим, 2 или 3, в зависимости от пространства, метра друг от друга. В том направлении получается проход. Вот так. Проход. И для того, чтобы мне понимать, двигается кто-то в том направлении, либо в том, мне необходимо разместить два этих светлячка на определенном расстоянии. К примеру, один вот здесь, а другой вот здесь. Итак, раз светлячок, два светлячка. Если человек будет проходить справа налево, то сначала затухает один светлячок, потом затухает второй светлячок. И в полной темноте можно будет понять, в каком направлении двигается человек. Но это в случае того, если наблюдение будет постоянным за данным коридором. И еще главное, чтобы сам светлячок был заметен только вам. Не надо, чтобы его видели остальные. А вот та взвесь, о которой я говорил. И причем эта взвесь сейчас поднимается непосредственно от стекловатой, которая здесь, в этом подвале, в достаточном объеме валяется. Вот эти все мелкие частицы, которые играют сейчас на свету, они и не очень хороши для дыхания. Поэтому имеет смысл одеть респиратор.
Даже просто какой-нибудь платок — это уже хорошая защита. А если есть все-таки нечто предназначенное для этого, то лучше использовать именно этот предмет. Сейчас поднимемся. Вернее, поднимем капу и посмотрим, что там наверху. Потому что в эту дырку я не пролезу точно. Ну что там, интересно, что-то было? Сейчас посмотрим. Это возможно выход, но, казалось бы, в эту трубу не так-то просто залезть. Ну, во всяком случае, мне, потому как здесь не во что опереться. Ни ногами, чтобы туда протолкнуться, ни руками, чтобы зацепиться. Ну, сейчас попробуем. Я запустил вовнутрь кошку, я имею в виду титановую, зацепил ее, а здесь провязал сейчас лестничную петлю, вот, на которой я планирую сделать основную нагрузку. Вот. Конечно же, перед тем, как начинает заходить в это узкое пространство, желательно с пояса, из себя все то, что может мешать, снять. Ну что, скоро увидимся.